Изолента Лайф. Доброе утро, дорогие товарищи. Изолента Лайф, Петр Лидов, Трофим Татаренков. И у нас сегодня в гостях Владлен Татарский. Давно у нас не было Владлена, наконец-то. Петр, доброе утро. Владлен, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Ну, давайте сразу, Владлен, тебе слово. Доброе. Рассказывай, как там, где ты вообще для начала? Где ты, как ты, слышно? Слышно? Неплохо, пока неплохо. И тут же плохо. Немножечко подвисла связь. Я спешу сообщить вам радостную новость. Наши войска установили российский флаг над горсоветом города Попасна. Это Луганская Народная Республика. Значит, проломили оборону так называемые музыканты. Да, это пресловутая ЧВК Вагнера, которую все боятся. На самом деле это просто русские добровольцы, которые имеют некий опыт, и они были на острие атаки этого города, конечно, совместно с ЛНР, с огневыми средствами российской армии. Но вот буквально, я не знаю, в 9 часу пришла эта новость, наши войска поставили там флаг и продолжают, значит, бои за этот город. Долго там не удавалось проломить оборону, потому что это Попасна, это еще первая линия обороны, то есть и уперлись в этот город. Ну вот такая победа. Вообще на фоне значит, гибели крейсера «Москва» мы мы все расстроились. Крейсер — это символ, флагман. Я в 91 году увидел этот корабль и он меня так поразил, что я купил такую фотографию в рамке, она у меня висела над кроватью. Сейчас в родительском доме до сих пор она там висит. То есть для меня это личная трагедия вообще. То есть, вот. Но давайте смотреть вот, вообще в целом на обстановку объективно. 1000 взятых в плен в Мариуполе. Да? Больше 1000 человек. Всего пленных, по-моему, если я не ошибаюсь, там 3000 человек вот, на линии фронта. Наши войска вот, проломили оборону в Попасной. То есть, что такое? Ну да, затопление корабля, да, но 1000 пленных. В Мариуполе перемалываются лучшие подразделения украинской армии. Это полк Азов, да, и бригада морской пехоты. Есть у них еще бригады там такие боевые, но в целом полк Азов, он был самый заряженный, самый натренированный. Он заряжен был идеологически, заряжен разным оборудованием, очень дорогим. У них беспилотников, чтобы вот вы понимали, ребята, когда туда зашли, вот просто склад стоит, и там беспилотники. Просто склад. Ничего себе. Такого нет нигде вот, в вооруженных силах, которые я видел. Понимаете? То есть у них очень напичканное оборудованием, они идейно мотивированы, и они сейчас все погибнут на Азовстале. Вот. Поэтому как бы война, она состоит вот из таких вот, значит, потерь и побед в том числе. Поэтому вот с радостных мы начнем это утро новостей. А скажи, пожалуйста, а вообще общее настроение сейчас каково? Наступательное, оборонительное, выжидательное? Что люди говорят? Самое важное, что люди говорят. Скажу, такое настроение. Если у людей нет интернета, и они воюют на передовой под Мариуполь, вообще настроение нормальное. Потом придешь, начитаешься разной ерунды, и ты как бы попадаешь в параллельный мир. Все-таки параллельный мир, это ну вот интернет, да, это стал реальным миром, в котором люди живут, да. Вот, поэтому настроение, какие настроения? Ждем битвы за Донбасс, хотим быстрее освободить Донбасс. Сегодня я в Донецке, я приехал, нам передали гуманитарную помощь в виде беспилотных аппаратов, там, батареи к ним. И вот я проснулся в Донецке, просто гостиница тряслась от разрывов или от звуков боя. Вот, поэтому уже жители Донбасса, жители Донецка ждут, когда же это произойдет, и мы все ждем, что начнется большое наступление, значит, на Донецкой дуге, и мы захлопнем крышку котла и постараемся оттуда никого не выпустить. Понятно. Ну, скажи, пожалуйста, а по срокам сейчас продолжается быть неопределенность, да? То есть глупый вопрос, как обычно. Эйфории, когда наши войска зашли в городскую застройку, я у себя на канале сказал, что Мариуполю осталось 7-10 дней на такой эйфории, да, вот то, о чем мы говорим, разные реальности. С фронта ты приезжаешь вдохновленный, да, а интернет читаешь это. Я прогнозов давать не буду, но
Ну вот битва должна это произойти вот в этом месяце, это однозначно. То есть начнется это грандиозное сражение на сотни километров, там десятки тысяч людей. Конечно, это будет и большая трагедия, но мы знаем, что в целом война – это трагедия. Но раз мы уже начали воевать, надо воевать. И, то есть, и самое главное, нужно побеждать. То есть никакие, пусть ни затопление Москвы, ни обстрел Брянской области и Белгородской не станет каким-то вот таким, ну, психологическим чисто фактором, да, то есть мы должны победить, несмотря на все трудности, которые будут, мы должны победить. У нас есть опыт борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. 17 лет мы боролись. Очень многие люди погибли, в том числе гражданские люди погибли. Но мы победили, и Кавказ живет спокойно и мирно. И сейчас мы, несмотря ни на что, должны в первую очередь мобилизовать себя и победить раз и навсегда, забыть эту проблему, которая называется Украина. Вот Угу. Петр. Да нет, спрашиваю. Я хотел спросить, у нас тут гуляют слухи, ну не то чтобы слухи, да, оценка. Многие военные эксперты, кстати, у нас сопоставят этот вопрос. Взаимодействие между войсками ДНР, ЛНР и российской армией как таковой. Что оно не налажено, что оно не отработано, и что у нас получаются проблемы, что в боях приходится эту слаженность вырабатывать. Как вообще твое ощущение? Вырабатывается? Конечно, в боях приходится отрабатывать сложности. Естественно, если подразделения друг другу передаются, там всегда есть какие-то сложности. Но в целом я скажу, что я вообще зарекся на время этой спецоперации критиковать какие-либо действия армии. То есть вообще так, закрыл рот, ключ выкинул пока. Вот. Но их проблем, конечно, много. Но в целом я не скажу, что вот именно между ДНР и войсками российской армии там есть проблемы взаимодействия. Нет такого, именно это не такая острая проблема, это быстро решается, просто присылается один человек в штаб, другой там обменивается позывными, обмениваются радиостанциями, и все, да, вот, пожалуйста, связь налажена, все хорошо. То есть я бы не сказал, что это какая-то критичная проблема, вот, которая мешает прямо вот нам воевать. Вопрос, вернее, даже, может быть, тема, хотелось бы пообсуждать с тобой, это пленные. Украинские пленные вот в этих больших количествах. Первое, что с ними будет дальше, что с ними стоит делать? Как разбираться? Потому что вот смотришь репортажи, все, естественно, они понурые, все, естественно, они вот просто там водители, повара и так далее. Какой процесс вообще фильтрации, что с ним будет? Понятно, что отпускать такое количество нельзя, можно менять, наверное, 1 на 1. Вот твое мнение по этому поводу и как на практике это происходит? Мне вот почему-то сегодня этот же вопрос вот на «Комсомольской правде» с утра задали, что кто-то пустил слух, что их будут отпускать домой. Это было в первый день-два операции, когда думали, что все сейчас быстро закончится. Там был такой план, да, но сейчас никто никаких пленных не отпускает. Они все сидят, где не знаю. Тут на территории ДНР 19 исправительно-трудовых учреждений было на территории ДНР. Многие из них были закрыты, зэков перевезли там, потому что мало заключенных было. Поэтому сидеть им есть где. Сидеть им есть где. Что с ними будет? Пока с ними ничего не будет. Будут действительно ждать обмена. По поводу того, что мы должны обязательно наказать военных преступников. И я скажу, что этим занимаются. Этим занимаются не только военные преступники, которые отдавали приказы, но и кто их выполняли. Есть те, кто убивали мирных жителей. Вот недавно было на канале МВД ДНР, там прям видео с воспроизведением, как морпех застрелил бабушку, потому что ему хотелось посмотреть, как умирает человек. То есть, какой-то ярко выражен такой, похож на маньяка Головкина внешне. Поэтому, что сказать, военные преступники будут вычисляться, а все остальные будут ждать обмена, чего-то ждать. Даже тела, я скажу, что никому не выдают, никаких обменов тел нет, все в холодильниках, враги там лежат, то есть все ждет каких-то переговоров, когда все это будут меняться, обмениваться. Слушай, а 1000 человек, их же надо, куда-то, это же много. Я же только что сказал, на территории ДНР было 19 исправительно-трудовых учреждений. То есть хватает, мест хватает. А там мест, можно в одно даже учреждение, в 90-е годы, только в моей колонии, в Макеевской, которая рядом с моим домом, сидело 3000 человек. Сейчас там сидит 500, то есть там можно их
солить в этих колониях еще долго. Да, возвращаясь к Попасной, у тебя в телеграм-канале написано «Музыка, в кавычках, проломила оборону врага». Я думаю, мы можем объяснить людям, что такое музыка? Я ж в самом начале говорил. Извини, я прослушал, да, я, видимо, отвлекся. Я вот еще раз скажу, ребят, это пресловутая ЧВК Вагнера, которую называют любители музыки или там оркестр, но ЧВК это очень условное название теперь всех людей, которые добровольно пошли, значит, воевать, значит, по особым условиям контракта, скажем так. Вот, поэтому, ну, их традиционно так называют. Вот они, значит, проломили оборону в районе Попасной. Было это непросто, я вам скажу. Попасная – это какой-то важный пункт обороны или больше символическое значение имеет? Значит, город, который стоит на пути наших войск для дальнейшего продвижения, значит, это Попасна, и там уже дальше начинается, чуть дальше начинается территория Донецкой области, то есть Донецкой Народной Республики, которая временно оккупированная. Да, это все важно, это все нужно брать, все нужно. Там Попасная стала узлом обороны, да, это город, оставить его в тылу было нельзя, это чревато. Вот, то есть сколько вот, ну, просто обойти город, оставить в тылу, где бы враг укреплялся, было нельзя. Вот его проламывают, и я думаю, что в скором времени сражение за Попасную закончится, и наши войска пойдут дальше. Надо понимать, что Попасная это еще была первая линия обороны, да, то есть первая линия обороны это мины, это окопы, это всего. Дальше уже идет легче, потому что, понятно, противник не успевает создавать там подобные укрепления, которые были на первой линии обороны. Угу. А дальше за этим населенным пунктом, там я просто не очень представляю, как эта система обороны выстроена. Там дальше-то что? Я сейчас объясню. Это была вот Попасная и окрестности, это еще линия фронта, которая была 8 лет. То есть, ну, вот 8 лет вместе стояла. В чем сложность? Понимаешь? Вот. А сейчас, когда мы возьмем, например, проломили, да, вот мы линию обороны, мы можем двигаться дальше. Там у противника нет укреплений, то есть нет окопов, нет минных полей. То есть им все это нужно создавать в экстренном порядке. Людей у них тоже немного, у них тоже большие проблемы с личным составом. Например, там недалеко, вот, кстати, от Попасной, да, чуть севернее, там есть Новоташковская, там разбили блокпост их, укрепление, там серьезнейшее было укрепление. Вот насобирали только 18 тел целеньких, а там еще в блиндажах завалено, плюс разорванные тела противника. У них у всех были нулевые автоматы, то есть они выстрелить не успели, это автоматы со складов, это были резервисты, то есть это были мобилизованные люди, которые буквально вот там раздали автомат, послали затыкать дыры на фронте, они погибли. То есть у них сейчас тоже большие проблемы с кадровой армией, которая заключила контракт, служила, да, она перемалывается, и приходят мобилизованные люди, которые, собственно говоря, воевать не особо горят желанием, просто хотят, уцелеть, но у них это не получается. Да, где-то мне попадалось сегодня тоже видео допроса пленных украинских, и там прям реально пожилые люди, такие уже... Это у Кадырова был, да, у Кадырова был. Да, сейчас я скину нам в этот самый, в наш... Там, где он допрашивает троих. Да, можете просто фоном поставить, вот это резервисты выглядят. А что, откуда они, резервисты, приезжают? Они местные какие-то или они откуда-то там их подвозят из центральной Украины? Объявлена мобилизация, да, но вот мы с жителями Мариуполя говорили, там много людей местных призывного возраста, проверяем прописку, проверяем то, да, это действительно местные молодые ребята, их не мобилизовывали, Украина не доверяет жителям Луганска и Донецка, да, то есть они стараются... Да, вот они, мы показываем просто фоном для наших зрителей, вот посмотрите, это, люди там явно там за 50-60 лет, и уже в таком, в общем... Здоровье тоже видно, что уже это такое, не до войны, как бы. Извини, да. Жизнью и алкоголем. Вот. Но, что сказать, что вот мобилизуют по всей Украине. По всей Украине мобилизуют людей, отправляют в действующую армию, вот раздают им раздают им АК-74 с деревянным таким прикладом, и все, и, да, подсумок и в бой.
Да. Слушай, а вот подвоз боеприпасов, у нас тут тоже были объяснения, что гражданским транспортом доставляют, что централизованной поставки нет. Как-то с этим планируется что-то делать? Есть возможность? Я скажу, что я не знаю. То есть группировки, которые сражаются под Изюмом, в районе Николаева, там гражданским транспортом много не навозишь. Они там боеприпасов не жалеют, понимаете. Я думаю, что вообще вот по реке Днепр 20 мостов. 2 из них, по-моему, нами захвачены. Это Антоновский, в районе Херсона, там, где наши войска, уже все нормально. Я не знаю, почему наши не разрушают просто мосты. Если разрушить мосты через Днепр, это просто полностью нарушит, так даже повреждение этих мостов, оно очень сильно нарушит логистику. Почему это не происходит, я не знаю. То есть то ли это по каким-то техническим моментам, что там, я не знаю, Искандер не попадет в мост, или вот это вот просто пусть специалист объяснит. Но разрушение и повреждение вот этих мостов по Днепру, это колоссально бы, значит, создало логистические проблемы. Мы только недавно начали бомбить железные дороги и их узлы, и то не очень активно. Нужно, конечно, делать это больше и активнее. Есть просто узловые станции, и прилет туда ФАП-1000, ФАП-500 сразу сломает эти рельсовый путь, это все будет постоянно наламывать логистику, постоянно создавать проблемы с БК, постоянно создавать с пополнением, забирать раненых, с какой-то ротацией, поэтому надо вот это вот все активнее, конечно, применять. И, конечно, как нам обещали в Министерстве обороны, удары по центру принятия решений. Вот я жду репортажа с разрушенного здания Верховной Рады, с Дворца Президента, с разрушенного Крещатика. Вот пока утро проснулся, их нет. Может, еще до вечера подожду, было бы неплохо это сделать. Там, наверное, может быть, это скорее какой-нибудь штаб этой самой министерства, там чего у них, обороны или что-нибудь такого. Слушай, а вот такой еще вопрос у меня. Вообще взаимодействие разных подразделений, я имею в виду российская армия, Росгвардия, народная милиция, ДНР, как это осуществляется и как это взаимодействие происходит? Кто главный? И есть ли какие-то изменения? Например, раньше, недавно слышал мнение, что раньше силами ДНР в основном, боевые действия велись в республиках. Сейчас там огромное количество армии уже, и уже как бы роль ДНР стала меньше. Или, например, что наши войска стараются избегать прямых, и украинцы тоже стараются избегать прямых боевых столкновений, таких лицом к лицу, что ли, в основном идет артиллерийские дуэли. Вот можешь это прокомментировать? Как вот это все работает и какие ощущения прямо там? Потому что со стороны то, что мы слышим, не всегда вызывает доверие. Смотрите, все очень просто. С самого начала здесь были артиллерия российская, там поддерживала вертолеты, но в основном штурмовали, подразделения ЛНР, ДНР со своей стороны. Потом, когда с Крыма российская армия подтянулась, сейчас под Мариуполем там все перемешалось. Например, там штурмует 9-й полк, ему придана минометная батарея полка российского, то есть наш 9-й полк, я имею в виду ДНР, тут же рядом штурмует СОБР что-то, тут морпехи, все перемешалось. Есть участки фронта, где все точно так же, какая-то часть ДНР и какая-то часть, то есть российской армии. Как проходит взаимодействие? Сейчас генерала Дворникова назначили командующий всей группировкой, которая осуществляет операцию. Это, конечно, поможет избежать всех каких-то проблем, где есть единый центр решений. Теперь это поможет избежать этих всех проблем, которые появляются, когда много начальников. Сейчас будет один, все, слава богу. О проблемах взаимодействия мы с вами соберемся после войны, я вам рассказываю на 25 передач, наверное, но не сейчас. Дальше, что еще, какой был вопрос? По взаимодействию, по прямому столкновению. Эта война, как и любая другая война, это война артиллерии, то есть это не война штыковых атак и не война стрелкового оружия. Даже Великую Отечественную большая часть погибших это были осколочные ранения от артиллерии. Бог войны артиллерия остается до сих пор, поэтому сейчас из-за того, что есть беспилотные аппараты, которые могут корректировать огонь артиллерии, высокоточные боеприпасы, то есть точность оружия стала больше. Конечно же, многие не успевают вступить в стрелковый бой, как их подразделение уже заканчивается. То есть
разбитой артиллерии. Поэтому это не то, что стараются не вступать, до этого бывает не доходит. Вот я вам объясняю. Подняли мы беспилотник, пошли штурмовые группы, обнаружили противника, оттянулись, туда прилетела артиллерия, минометы, враг отступает, пошли дальше. Наткнулись на сопротивление, беспилотник откорректировал туда удар, пошли дальше. Вот такое. Стрелковое оружие есть. Вот в моем батальоне 2 погибших. Именно от стрелкового оружия работал пулемет. Парень молодой, 19 лет, пулеметчик погиб. Пуля попала в голову. Вот, поэтому и второй тоже в голову попало. Поэтому есть стрелковые бои, чего? Но в основном все равно тяжесть вывозит эта артиллерия, минометы, то есть от поражений противника и идет вот от этих. И, собственно говоря, и по нам то же самое прилетает. Ну, в Мариуполе чуть ситуация поменялась, у них уже тяжелого вооружения нет, а вот когда начало было боев, да, тогда активно вот это все применялось. Еще один вопрос. Сейчас можно ли сказать, что сейчас у нас мало пленных с нашей стороны, но имеется в виду, наши не попадают в плен практически, и это скорее было признаками начала боевых действий, или по-прежнему есть случаи, а если есть, то при каких обстоятельствах это чаще случается? Пленные, конечно же, попадают, когда идет наступление, да, то есть если противник успешно обороняется, то они получают пленных. Второй момент, когда можно массово получить пленных, это когда ты добиваешь врага, да, и то есть он просто начинает массово сдаваться в плен, как вот было в Мариуполе. Вот сейчас, конечно, да, сообщения. А мы сами... Я имею в виду наших попадающих в плен. Наших, да, конечно. Наших пленных. Ну, вы знаете, у украинская армия, у них там можно иметь телефоны, и они как только кто-то у них попадает в плен, да, они там выкладывают эти свои ужасные видео. Сейчас, как мы видим, они закончились, то есть, эти видео. Поэтому, то есть, пленных, по моим сведениям, сейчас нет таких тяжелых ситуаций, в которых наша армия попала в районе Гостомеля или первые дни в районе Харькова, в районе Чернигова. Сейчас нет. Сейчас обстановка стабилизировалась. На Изюмском направлении тоже стабилизировалась. Наши войска наступают. Собственно, со стороны ДНР, ЛНР пленных было не так много, попало в плен, потому что мы активно наступали. Вот. Ну и все. Сейчас в основном мы берем пленных вот в Мариуполе. Вот. И в других местах. Еще один важный вопрос. Много сейчас сборов происходит на различную, там, я не знаю, покупку амуниции, обмундирования, каких-то вещей. Какова ситуация с снабжением сейчас у вас, у частей ДНР в частности? Смотрите, тоже этот вопрос пока... 3 минуты у нас где-то осталось. По-разному. Например, батальоны там Спарта, да, то есть какие-то, понятно, из-за пиара, они там в первую очередь и волонтеры, просто люди, которые, значит, в медийном пространстве, они знают, какой батальон Спарта, Сомали там посылают, у кого есть какие-то знакомые, они собирают. В целом, конечно, чуть хуже ситуация у резервистов, не то, что чуть хуже, там ужасная ситуация с резервистами, но опять же, я не хотел бы сейчас ничего критиковать. Очень остро, давайте просто скажу нужду для наших зрителей, очень остро все нуждаются. Первое, в средствах наблюдения. Это беспилотники, батареи к ним, зарядные устройства, планшет, чтобы ты мог нормально наблюдать экран, планшеты с защитой, чтобы ты беспилотник пошел, ты смотрел. Значит, трубы разведчика, это специальные ТР-4, ТР-8, металлические, они стоят очень дорого. Дальше что? Вот, собственно говоря, вот какой вопрос я лично решаю, да, потому что я считаю, что каждое подразделение должно иметь, которое там выполняет, может самостоятельную боевую задачу выполнять, там рота хотя бы, каждая рота должна иметь расчет БПЛА, и в расчете должно быть не один беспилотник, а как минимум 2-3. Один беспилотник, который бы летал тут на малые дистанции, другой на дальние дистанции, и какой-то резервный. То есть как каждый из них должен иметь 5-8 батарей, потому что он полчаса только висит. То есть, чтобы висеть над полем боя, пока выполняется задача, нужно 8 батарей приблизительно. Понимаете, да? То есть нужны большие пауэрбанки, которые могли бы их заряжать. А кто им управляет? Это отдельный человек как-то специально? Который может играть в компьютер. Ну, то есть он только занимается этим, он управляет беспилотником. Да. Все.
Он подняли беспилотник, это может быть командир, подняли беспилотник, он посмотрел. Нужно назначить ответственных людей. То есть это должно стать вот обыденностью, понимаете, да? То есть это должно быть как само собой разумеющееся. Все, какая-то стрельба, какое-то подозрительное место, какая-то активность. Тебе надо послать туда людей, а ты поднимаешь туда беспилотник. Есть ребята, делают беспилотники с проводами, они просто висят. И из камеры с большим зумом, да, они далеко наблюдают, что делает. Ну да, его можно поднять, в принципе, там на 20-30 метров, и, в общем, уже видно нормально, да? Да. У нас сейчас мы уйдем на новости, Владлен. Мы тогда для слушатели «Радио Спутник» послушают новости, а мы продолжим в социальных сетях. А дальше наше общение. Да, продолжай. Так, что-то Владлен, или я завис, или все зависли? Не-не-не, все на месте, все тут, ждем. Просто Владлен говорит, а мы его не слышим. Не-не, я ничего не говорил. Вы слышите? Все понятно. Да, ну, спасибо. В любом случае, надо нам, наверное, сворачиваться. Спасибо большое. Ждем тебя всегда на связи, потому что очень интересно из первых уст это узнать, даже какие-то детали такие, которые, в общем, нам не очень понятны. Это, конечно, многое объясняет. Вот, ну и удачи, и береги себя, и ребятам всем большой привет. Ладно? Береги себя. Пока.